Сяду, отдохну. Очень часто слышим это выражение. А вы пробовали посчитать, сколько времени в день вы сидите? На работе, дома? И является ли это реально отдыхом? А может быть, это одна из многих причин ваших болей в спине и неважной осанки? Туда же добавляют свой вклад стресс и усталость. Знаете ли вы, что когда мы сидим, позвоночник испытывает огромный стресс? На 40% больше давления, чем когда мы стоим. А если сидеть сутулившись, нагрузка еще больше. Лет 8 назад у меня появилась сильнейшая боль в спине с правой стороны. Было больно не только наклониться, но даже просто сидеть за рабочим столом. Я перепробовала множество кремов, но ничего не помогло. Я обратилась к неврологу. К счастью, мне попался очень хороший врач. Она диагностировала протрузии позвоночника и корешковый синдром. Назначила лечение, совсем немного противовоспалительных. И, как ни странно, не запретила, а наоборот порекомендовала заниматься дальше в тренажерном зале. Но осторожно и с акцентом на укрепление спины. Никогда не забуду ее слова. И если бы не мышцы, ты бы вообще рассыпалась. Я прислушалась к ее совету и начала больше изучать методики и упражнения, как сделать свою спину крепче, не подвергая ее опасным видам нагрузки. С годами я обрела богатый опыт, который в итоге мне позволил сформировать мышечный каркас. Он поддерживает и оберегает мой позвоночник. Я избавилась от боли в пояснице, а еще и, несмотря на возраст, создала к себе красивую осанку и визуально узкую талию, насколько это, конечно, возможно генетически. Все, что касаемо пластики, я не рассматриваю. А это видео обязательно досмотрите до конца. Вы узнаете не только, как укрепить спину, но и как ее расслабить. Начнем по порядку. Разберемся, почему спина быстро устает и болит. Во-первых, нужно понять, что большую часть нагрузки с вашей поясничной части спины снимают тренированные ягодицы, про которые я вам подробно рассказала в прошлых выпусках и дала одно из самых основных и эффективных упражнений. Причины боли в пояснице бывают нескольких видов. Как я рассказала на своем примере, если у вас корешковые боли или, скажем, боль, связанная с межпозвонковыми дисками, то я рекомендую вам обратиться к врачу и следовать его указаниям. Корешковый синдром – это в наше время весьма распространенный неврологический симптом. Он возникает при сдавливании нервных корешков спинного мозга и сопровождается большим набором симптомов. Но одно из основных является сильная боль. Однако в большинстве случаев проблема заключается именно в мышцах. Мышцы спины – это массив из глубоких и поверхностных мышц. Мышцы, если, конечно же, они крепкие, помогают нам двигаться. Но если они находятся в состоянии излишнего напряжения, то это плохо. Причины боли в спине находятся немного ниже, чем вы ощущаете. Например, рассмотрим недостаточную подвижность тазобедренного сустава, которая является шаровидной. Посмотрите. При нарушениях его подвижности нагрузку на себя берут мышцы поясничного отдела спины. Мы ее перегружаем. Наша подвижность должна исходить от бедер, от грудного отдела позвоночника, но никак не отсюда. То есть, еще раз, если у вас слабые мышцы бедер и ягодиц, поясничные мышцы начинают выполнять их задачи, контролировать осанку, прямое положение тела. Они перенапрягаются, и в итоге их сводит судорогой, а это приводит к нашему дискомфорту и боли. Вам это нужно? Делаем простой и логичный вывод. Укрепляем мышцы ног и ягодиц. Снимаем нагрузку с поясницы. Ягодицам вашим особое внимание. Это не только элемент сексуальности и красоты, а основная поддержка нашей поясницы и позвоночника. Про основное упражнение для тренировки ног и ягодиц приседания я уже рассказала в предыдущем видео, но существует и еще одно эффективное упражнение – обратная гиперэкстензия. Оно даже считается одним из терапевтических при наличии боли в спине и зажима. Обратная гиперэкстензия отличается от классической тем, что она выполняется подъемом ног.
и его основная задача – одновременная тренировка ягодиц и мышц поясничного отдела, разгибателей позвоночника. Риск травмы позвоночника при его выполнении минимальный. Обратную гиперэкстензию можно делать на специальном тренажере, римском стуле, на скамье и на любой другой поверхности, на которую можно лечь животом и опустить ноги. Подойдут даже диван или кровать, если вы тренируетесь дома. Фиксируем положение корпуса с помощью рук. Крепко держась за скамью ладонями, опорной точкой является пресс. Для комфорта можно использовать валик. Начинаем выполнять упражнения. Напрягая бедра и ягодицы, на выдохе поднимите сведенные ноги от пола до момента максимального сокращения. Задержитесь в крайнем положении на 1-2 секунды. Выполняя упражнения, мышцы полностью не расслабляйте. Ноги должны быть подняты не ниже, чем до прямой линии с корпусом. Не машите ногами. Чувствуйте напряжение в прорабатываемых мышцах. На вдохе медленно опустите ноги вниз. Не касайтесь пола. Контролируйте ваши движения. Акцентируйте усилия именно на ягодицах, бедрах и поясничном отделе спины. Выполняя это упражнение в 2-3 подходах по 10-15 повторений. Во-вторых, нужно тренировать саму спину. Сразу скажу, не бойтесь стать похожей на мужчину. Значительно увеличить ширину спины за счет мышц у вас вряд ли получится в силу особенностей женского организма и его гормональной системы. А вот сделать спину подтянутой, привлекательной, добиться визуального эффекта песочные часы – это вполне возможно. Конечно же, лучшее базовое упражнение для развития мышц спины и поддержания их в тонусе – это подтягивание. Но немногие умеют его выполнять, а тем более выполнять правильно. И если вы не из числа тех, кто может уверенно с правильной техникой подтянуться 8-10 раз, я вам рекомендую отличную альтернативу. А именно, заменять подтягивание 2 упражнениями. Тяга резиновой ленты сверху и к поясу. Эти упражнения дадут вам умеренную и безопасную нагрузку, позволят начать чувствовать мышцы спины и управлять ими. Упражнения можно выполнять где угодно. Хотела бы вам сказать, мне тоже очень сложно делать подтягивания. Дальше я покажу вам, как правильно это делать, чтобы добиться хороших результатов, вне зависимости от вашего пола, возраста и степени тренированности. Все, что вам понадобится, это резиновая лента или эспандер, который стоит недорого, и ее можно легко купить в любом спортивном магазине. А также немного смекалки, на что же можно закрепить ее. Если у вас есть партнер, то это намного облегчит вам задачу и сделает тренировку веселее и эффективнее. Для выполнения тяги эспандера или резиновой ленты на широчайшие мышцы спины самое сложное – найти подходящую точку надежного крепления сверху. В идеале она должна располагаться сверху вдоль центральной линии корпуса. У меня она закреплена сверху на дереве. Если нет такой возможности, ее можно сместить слегка вперед. Давайте сделаем это упражнение вместе со мной. Беремся за рукоять резинового эспандера. Меняя его длину, подбираем нагрузку. Ладони направлены от себя. Спину держим ровно, поясница слегка прогнута, мышцы кора напряжены. На выдохе выполняем тягу рукояти вниз, тянем широчайший. Плавно на вдохе, удерживая напряжение широчайшей, возвращаем рукояти вверх. Локти и кисти проводим по центральной линии корпуса. В верхней точке спина растянута, руки полусогнуты. В нижней точке лопатки сведены и опущены вниз. Для развития лучшего контроля попробуйте выполнить упражнение по одной руке. Сделав подход, сразу же поменяйте руку. В верхней точке раскрывайте спину, выводите лопатку. В пояснице у вас также легкий прогиб, назад и в стороны не отклоняемся. Можно выполнить тягу, сидя на коленях, для усиления нагрузки за счет натяжения эспандера. Старайтесь как можно меньше задействовать мышцы рук, не тяните бицепсом, работайте мышцами спины. Не торопитесь, контролируйте каждое ваше движение. Еще одно упражнение, которое я вам настоятельно рекомендую и использую постоянно при подготовке к соревнованиям, это тяга резиновой ленты к поясу. Здесь я также буду использовать эспандер.
Тут не так трудно найти точку крепления. Я предпочитаю выполнять его стоя. Для этого ставим ноги на ширине плеч и закрепляем эспандер для того, чтобы можно было вам подтянуть его к поясу. Колени слегка согнуты, взгляд направлен вперед. Корпус держите ровно с естественным изгибом позвоночника. Не отклоняйте его ни вперед, ни назад. Плечи отведите назад, а ягодицы и мышцы живота напрягите. Руки с резинкой вытяните перед собой. На выдохе потяните ленту по направлению к животу, уводя локти строго назад. В точке максимального сопротивления сделайте паузу на 1-2 секунды, а затем на вдохе верните руки в исходное положение. Здесь можно одну ногу отвести назад, так лучше будет опора для вашего тела. Не позволяйте рукам выполнять всю работу, убедитесь, что задействованы только мышцы спины. Именно прижатые к телу и максимально отведенные назад локти предельно нагружают широчайшие. Посмотрите, если локти развести в стороны корпуса, то нагрузка переместится на верхнюю часть спины. На мне видно, что начинают работать широчайшие, задние дельты, трапециевидные и ромбовидные мышцы. Если они у вас отстают, выполняйте упражнения именно таким образом. Выполняйте по 3 подхода каждого упражнения по 12-15 повторений с хорошей техникой и в плавном темпе. В идеале нужно выполнять первый подход с легкой нагрузкой, второй со средним напряжением в мышцах и третий уже с довольно ощутимым, но комфортным напряжением, примерно 80% от вашего максимума. Для усложнения, например, поменяйте резинку или, как это сделала я, обмотайте эспандер. Кроме упражнений, я поделюсь с вами также приемами, как снять нагрузку с поясничного отдела, когда у вас сидячая работа. Мой совет – проверьте пространство между спиной и стулом, и если есть зазор, заполните его подушкой или поясничным валиком. Напряжение в мышцах спины уменьшится. Как можно больше подтягивайтесь и растягивайтесь, когда сидите. Применяйте на практике 5 простых и действенных упражнений, которые я вам сейчас покажу. Встаньте спиной к стене, вам необходимо опереться икрами ног, попой, плечами, головой о стену. Поднимите руки вверх и возьмите их в замок. Тяните себя вверх. Старайтесь приподняться на носочки и продолжайте тянуться вверх по стене. Постойте в таком положении примерно 1-2 минуты. Эти упражнения можно повторять по несколько подходов в день. Это упражнение также можно делать даже тем, у кого межпозвонковые грыжи. Медленно наклонитесь вперед, обхватите колени и задержитесь на 1 минуту. Вернитесь в исходное положение. Встаньте и изогнитесь назад, выпитив живот вперед. Постойте так 15-20 секунд. Вытяните руки в стороны на линии плеч. Медленно наклонитесь влево так, чтобы ваша линия руки, плечи стала перпендикулярна полу. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое, наклонившись вправо. Делайте упражнение плавно, фиксируя каждое положение на 5 секунд. Регулярно растягивайте грудную мышцу. Растяжка грудного отдела очень помогает улучшить подвижность позвоночника, исправить вашу осанку и избавиться от напряжения в спине, которое возникает при сидячем образе жизни или тяжелых физических нагрузках. Если у вас есть под рукой шкаф, дверной проем, тренажер или подходящая стена, обопритесь локтем в стену. Локоть находится на уровне плеча. Вытягивайте грудь немного вперед и в противоположную сторону. Поменяйте руки и сделайте то же самое на левую сторону. Сегодня я постаралась вам быть максимально полезной и объяснила все про спину. Подписывайтесь на мой канал. Я благодарна всем вашим комментариям и пожеланиям, которые вы мне оставляете. Увидимся очень скоро на моем канале в следующих видео.